Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас второй урок по анализу Android-приложений на уязвимости, а также по обходу различных блокировок приложений, то есть изменения их с целью того, чтобы, допустим, пройти на какой-то другой экран, что-то поменять, какие-то значения, пройти какую-то проверку паролей и вот, всякое в таком духе. Для этого мы будем использовать приложение, которое называется Uncrackable Level 1 APK. Я, конечно же, дам ссылочку в описании. И смотрите, в чем у нас интересная проблема здесь заключается. В том, что когда мы открываем это приложение, мы его установили на наш эмулятор, вот мы его открываем, и у нас пишется root доступ обнаружен. То есть мы не можем полностью в него войти, у нас появляется проблема root обнаружения. Ну, так как мой Android эмулятор специально рученный, то есть у нас используется root доступ, а не обычный пользователь, поэтому я не могу в него зайти. Какие варианты решения этой проблемы? Естественно, если мы говорим о статистическом анализе и статистическом изменении, то, конечно же, мы будем использовать различные утилиты, как APK Tool, допустим, и также JAD и JADX для его анализа и для того, чтобы понять, как он вообще работает, в принципе. Естественно, второй вариант – просто отключить root и забыть про это. Но это не единственная проблема. Также есть другая проблема, что нам необходимо пройти верификацию, ввести определенную строку и нажать кнопку Verify, и после этого должна верификация пройти. То есть мы решать будем две проблемы в сегодняшнем видео. Так вот, первая проблема, которую видим сейчас, root detected. Его, конечно же, можно обойти также с помощью программы Frida, которые я также разбирал в нескольких других уроках. Можно с помощью Frida написать скрипт, который будет говорить приложению, что нет, никакого рута нет, ты ошибаешься, все хорошо, все чистенько. То есть это один из вариантов. Но мы будем менять это именно статистически, то есть модифицировать сам код, смайли код, который мы также уже делали в прошлом видео, то есть мы модифицировали другое приложение, но сегодня будем с примером более интересным, я думаю, разбирать. Итак, нажимаем ОК, и приложение тут же, естественно, крашится, ну то есть вываливается обратно. Так вот, давайте проанализируем это самое приложение. Для начала его нужно у нас открыть. Итак, вот у нас есть APK, его нужно скачать с сайта, и после этого можем его анализировать. Открываем с помощью JADX. Я также показывал, как это делать в прошлом уроке, поэтому сильно останавливаться на этом не будем. Открываем с помощью JADX. Давайте непосредственно перенесем сюда наше приложение и будем его анализировать. Идем сюда, вот. Здесь у нас ничего интересного, скорее всего, нет. Здесь у нас ресурсы, да, то есть ресурсы, каким образом приложение построено, то есть различные параметры, связанные с интерфейсом приложения. Нас это не интересует, нас интересует сам код, сама логика работы. Так вот, нужно перейти вот сюда, вот Uncrackable Main Activity, и смотрим, что здесь у нас происходит. Во-первых, сразу видим строчку This is unacceptable, the app is going to exit, то есть, если проверка root не проходит, то автоматически приложение выбрасывается. А второе, непосредственно логика связана с проходом Success или Nope, that's not it, try again, то есть, либо у нас берет правильный ключ этот, принимает его и говорит, что все хорошо, либо говорит, нет, это ключ неправильный, попробуй другой какой-то. Вот. Следовательно, вот такая логика, и сразу ее видно здесь в виде Java. То есть ничего такого прям сверхсложного здесь нет. Вот. Два диалога, одна, соответственно, с ошибкой, один с ошибкой, а другой просто, который говорит нам, если мы правильно прошли проверку или нет, неправильно. Нужно найти саму логику работы приложения, то есть каким образом оно проверяет этот самый root. Давайте с этого начнем, это первая наша задача. Так вот, если будем смотреть дальше, но опять же, каким образом лучше всего искать проверку рута? Ну, обычно используя такую строку, как superuser. Потому что superuser, одна из строк, которые наше приложение проверяет, это superuser. То есть, если superuser APK. Вот. Superuser мы видим здесь, находится в этом вот конкретном классе, в этом файлике. Видите, Vantage Point, P000, что-то такое. Ну, давайте сюда перейдем. Ага, переходим сюда, и мы видим, что вот у нас в этом классе происходит проверка на root доступ. То есть вот у нас здесь полная верификация. Конечно же, мы что можем сделать? Да? Сейчас мы будем, естественно, это все делать в непосредственно коде. Ну что можем сделать? Можем либо сделать неправильную ссылку, то есть вместо суперюзера APK куда-то на другие пути перенаправить, так же, как и остальные пути, да, то есть он проверяет, что такой вот путь есть его или нету, и говорит, соответственно, true или false. Если true, то приложение у нас закрывается, потому что говорит, окей, я не хочу работать в такой среде, а если false, то все хорошо проходит. Мы можем либо удалить вот эти все строки, или поменять их, точнее, на какие-то несуществующие пути, такой грязный хак, грязный патч, либо мы можем непосредственно поменять свою логику, что он даже будет говорить каждый раз при открытии, что все окей, все нормально. Вот, то есть два разных варианта. Ну, более чисто, конечно же, поменять логику и удалить эти пути, то есть чтобы оно, в принципе, нигде не маячило уже, чтобы приложение
не заморачивалась с этим. Второе, у нас непосредственно была проблема с проверкой строки. Ну, давайте сначала начнем с первой проблемы, то есть root. Сначала попробуем так сделать, чтобы root доступ не считывался, то есть он видел, не смотрел даже, что он есть, и каждый раз думал, окей, все нормально. Вот, сворачиваем JADX для этого, нам оно пока не нужно. Теперь будем непосредственно распаковывать наше приложение. Откроем это все дело в терминале. И старый добрый APK Tool запустим, да, следовательно, для распаковки. Так, естественно, APK Tool должен быть установлен. В прошлом видео я это как раз и уже обсуждал с вами. Поэтому, если что-то забыли, посмотрите прошлое видео. Как, в общем-то, запускал эти команды уже, поэтому ничего тут сверхъестественного такого нет. Пишем uncrackable level 1, и, следовательно, у нас будет uncrack src. Uncrack src. То есть должно сработать. Все, пошла распаковка. Смотрим. Все. Crack SRC. У нас здесь что появилось? Кстати говоря, я использую родной мой Total Commander, который я использую еще с детства. Самый лучший файловый менеджер под Windows, я считаю. Ну, кто-то может не согласиться, но я считаю так. Наиболее прямо оптимально. Так, Smally, SG, Vantage Point. Мы сначала что? Меняем root доступ, да? Следовательно, вот что нужно сделать. У нас находится он здесь. Вот. Можно, естественно, сделать поиск и найти снова же по суперюзер, так как это у нас распакованный исходный код получается, да? Ну, не исходный код, а, скажем, смали код, ассемблерный код, который запускается в Java машине. Поэтому, естественно, можно сделать снова поиск по суперюзеру. Либо можно, так как я уже знаю, где это находится, перейти непосредственно сюда. Он находится в C-смали. И смотрим, что у нас здесь есть. F4, чтобы для редактирования сделать его. А смотрите, что у нас здесь. А вот все эти проверки у нас тут и есть. Причем этих проверок довольно много. Сначала он какие-то здесь пути проверяет, потом какие-то здесь в другом методе. То есть тут целых 3 метода. Вот B и C, да, вот B и C, вот он здесь, 3 метода. То есть все их можно что сделать? Сказать, чтобы они возвращали каждый раз просто по большому счету false. То есть говорили, что окей, это не root, все нормально. Смотрите, чтобы это все дело модифицировать, можно вот что сделать. Просто поменять все эти 3 метода на вот такие вот заглушки метода, так скажем, чтобы он возвращал каждый раз false. То есть что мы говорим? Одна локальная переменная, ложим 0 в переменную v0, ну, то есть, грубо говоря, снова заглушку, и возвращаем v0, эту же переменную false, и заканчиваем метод. Вот 3 метода, которые делают вот эти вещи. То есть, таким образом просто модифицируем это все дело. Поэтому, вот, чтобы сильно не париться, мы берем и таким образом это все дело реализуем. Сисмали, смотрите, было как много кода, сколько много всяких разных проверок. Вот мы это все дело меняем, и теперь оно возмущаться не должно. Вот так вот чистенько получается. Сисмали, все. Поэтому, естественно, пока наше приложение работает вот так вот, поэтому мы его удаляем. И сейчас будем ставить, запаковывать уже пропатченную версию, хотя бы с этим приколом. То есть мы взяли, изменили его, и теперь должно работать нормально. Итак, после модификации нужно нам это все дело запаковать. То есть мы это делаем вот каким образом. Снова возвращаемся в наш терминал и используем вот эту команду src, и, соответственно, у нас будет uncrack L1, L1, signed APK, unsigned APK. Пока еще не подписанный файл APK, поэтому его мы собираем воедино. Все, собралось, все должно работать. Ну, вернее, как работает, естественно, еще не готово, нам нужно еще его подписать. Давайте теперь подпишем этот файл. Вот я только что скопировал себе ключ. Это мой релизный ключ, которым я подписываю все APK-файлы. Поэтому снова с помощью APK-сайнер подписываем все это дело. И здесь у нас будет UNL1 signed. Мы должны успешно его подписать теперь. Спрашивает пароль. По идее, должно все отработать уже. Ага, все, signed APK. Вот он здесь. Кстати говоря, можем добрать так adb install, что у нас UNL1 signed APK. Так, все хорошо, все поставилось. Запускаем. Все нормально. Смотрите, все прошло. И получается так, что root доступ больше вообще никак не проверяется. Но проверяется строка, которую мы здесь вводим. Если мы что-то здесь такое непонятное введем, он скажет: нет, это неправильная строка, дружище, это что-то не то. Вот. Так что это ему не очень нравится. Давайте-ка модифицировать дальше. То есть мы проверили, что root у нас успешно прошел. Давайте удалим и будем собирать новое приложение для обхода ключа доступа вот этого. Так, удаляем приложение. Смотрим дальше джавовский код. Ну, можно сказать, исходный код, но хотя это, конечно, не исходный, а адаптированный, скажем. Видите, тут даже названия переменных неправильные.
потому что он не может напрямую зачастую считывать эти переменные, они какие-то получаются вот такие. Так, root detector там не интересно, нас уже интересует что-то более интересное. Например, вот проверка success, correct secret или nope, that's not it, try again. То есть снова проверка строки, что успешно или неуспешно. То есть что-то правильно введено, неправильно. Вот если мы посмотрим сюда, мы видим, видите, ссылочка у нас идет на вот это вот C005A. Вот у нас что есть? Две интересные строчки в этом файлике есть. Вот у нас этот файлик есть. Собственно говоря, это один файлик. Просто разные методы здесь. Вот один метод, который у нас вводит эту вот строку. Вернее, что здесь происходит? Если у нас две строки, но если мы даже введем либо эту в приложение, то ничего не произойдет. Здесь у нас происходит перекодировка. Вот что происходит. То есть это закодировано с помощью base64. И эти два ключа как-то сопоставляются, и если все происходит нормально, то есть они совпадают, то, естественно, получается, что... Ну, то есть он проверяет, что то, что ввел пользователь, соответствует этим двум ключам, и он их вместе сопоставляет. И получается так, что, допустим, какая-то фраза проходит, либо не проходит. Вот. Немножко запутанно вся проверка делается. Сам еще до конца, скажу честно, не разобрался со всеми этими тонкостями, да. Но, в принципе, у нас какие есть варианты решения этой проблемы, да, давайте обсудим. Первый вариант решения – это взять, удалить полностью вот эти вот проверку, в смысле взять полностью, удалить этот ключ отсюда, самый простой, казалось бы, и просто оставить пустую строку, и, соответственно, кодироваться ничего не будет, будет пустота кодироваться, то есть ничего, все будет нормально, каждый раз будет проходить проверку. Вот, то есть, но в этом случае, конечно, пользователь должен четко вводить только пустоту. Но если модифицировали, скажем, мы, то, естественно, это вообще абсолютно нормальный вариант решения проблемы. То есть, ну окей, просто пустую строку вводить каждый раз. Это первый вариант решения. Второй вариант решения этой проблемы – это попробовать написать скрипт, который будет непосредственно делать дешифрацию этой строчки, и мы будем знать точно, что вводить. То есть мы возьмем эти вот две составляющие, и после этого поймем, окей, вот, значит, вот какая строка нужна, чтобы ввести в приложение. То есть это вообще можно сделать без модификации кода. Поэтому давайте попробуем этот вариант сейчас. Для того, чтобы сделать эту вот расшифровку, есть специальный скриптик. Ну, то есть с помощью чат GPT и подобных различных инструментов я себе этот скриптик написал, скажу честно. Вот. Никто не заставляет вас полностью изучать, как это все дело работает, когда есть уже готовый инструмент для этого. Смотрите, что. У нас есть ключ в hex, вот он здесь вот находится, то есть 8D, который все прописался. И второй, он спрашивает у меня, вставь в base64 строку для расшифровки. То есть вот вторая строка base64. Вот если я сейчас введу это все дело в мой скрипт, то он таким образом произведет дешифрацию и скажет мне, какое точно слово, какая точно фраза нужна для того, чтобы это все дело работало. Поэтому пишем в терминале Python название нашего скрипта decrypt.py. Поехали, видите строку для расшифровки и вводим вот отсюда эту самую строку. То есть нам, в принципе, видите, даже ничего модифицировать для этого не нужно. Можно просто вот таким образом это все дело использовать. Так, расшифровано. Значит, правильная строка I want to believe называется здесь вот. Нажимаем и давайте введем строку I want to believe. Итак, проверка прошла. Success, this is a correct secret. Давайте теперь попробуем второй метод. Мы возьмем и уберем эту строку оттуда полностью, то есть чтобы проходила вообще любая проверка. Чтобы это сделать, значит, заходим uncrack src, smally, sg и находим тот самый метод. Да? Значит, тот самый метод находится у нас, так, у нас в C здесь была проверка root доступа, B у нас что-то здесь другое, A тоже что-то связано с шифрованием, но не сама строка. То есть вот непосредственно шифрование, видите, здесь сами методы, связанные с шифрованием, находятся тут. Вот видите, Cypher, Crypto, так что видите, здесь что-то находится. Но опять же, можно в разных местах приложения поменять. Может поменять логику либо там, либо там. Значит, разобраться, в принципе, несложно. Расковырять приложение, посмотреть, где находится нужный метод. Но, опять же, это метод проб и ошибок, естественно, уже пробовать и пытаться. Вот. Значит, main activity мы уже можем зайти. Главная активность, да, что у нас здесь происходит? Она здесь происходит, собственно говоря, вот что. Root detected, app is debuggable, снова. Это все, что нам на данный момент не нужно. Мы хотим поменять просто строку. Методы сами менять пока не будем. Зайдем в A, остается последний здесь. И что мы первым делом видим? Конечно же, видим непосредственно вот эти две строки. То, что мы шифруем и дешифруем их и сопоставляем. Поэтому давайте, ребят, удалим. Просто вот так вот сделаем. Сотрем это. Почему нет? Возьмем вот так вот и обойдем эту защиту таким образом. Сохраним. Таким вот странным, но вполне рабочим методом мы должны попробовать. Так.
Не будем пробовать туда другую строку вписывать, потому что эту строку нужно будет, естественно, слово снова зашифровать, и только так она будет работать, то есть без вариантов иначе, понимаете? Поэтому мы должны сделать вот таким методом это все дело. Так, значит, у меня Original App, я должен быть в этой папке. Ага, вот Original, все, я здесь. И что делаем? Основу то же самое упаковываем. Все, вот нам нужно APK Tool, снова мы делаем ту же самую операцию. Только мы теперь делаем uncrack src и пишем unsigned и no string, empty string называем. Empty string. Так, собрали. Значит, должно у нас появляться empty string. Теперь, естественно, это все дело подписываем. APK signer, парольчик. Все, подписалось. И пробуем теперь, что у нас это все получилось. Empty string, вот у нас здесь APK. Ну, пробуем. Success, this is the correct answer. Все нормально, видите, проходит абсолютно. При этом, если мы введем что здесь, он говорит, нет, все неправильно. То есть работает только с пустой строкой. То есть это один из вариантов модификации. Взять и вырезать полностью ключ отсюда, чтобы проверка каждый раз проходила. Что, в принципе, ну, как простой вариант. Не надо сильно париться, не надо обдумывать, но оно работает. Рабочий вариант. Давайте удалим и еще посмотрим, какие у нас есть опции. То есть мы уже попробовали со строкой правильно, и отсюда полностью вырезать. Как сделать так, чтобы оно проходило с любым ключом, либо этот диалог показывался сразу. То есть можно модифицировать различных таких вариациях. Да? Давайте как раз таки это дело и обсудим. Нужно сделать вот что. Нужно найти этот файл, который у нас отвечает за эти проверки, и поудалять все эти проверки оттуда. Вот как нужно сделать правильно. Код верификации у нас, естественно, как мы помним, находится вот тут в A-смоли. Открываем его, и вот у нас здесь вот эти пустые строчки, которые мы сюда прописали. Что вообще можем сказать про этот файл? Да? То есть вот у нас была проверка, осуществлялась decode. Все до конца логику понимать не обязательно нужно, можно просто понять примерно, что он делает. Значит, здесь у нас происходят различные манипуляции с этой строкой. AS-error, проблема какая-то с дешифровкой и прочее, прочее. Мы можем сделать весь этот метод отсюда убрать. Этот метод трогать не будем. Можем, естественно, убрать этот метод. Сразу так вот его выделяем. Полностью. Вот, аккуратно, естественно, не задеть лучше лишний символ, и все работать не будет. Поэтому удаляем вот так вот. Убрали. И вставляем вот сюда этот вот метод. Direct метод. И вот какой он. Смотрите, все, не должно сильно съехать ничего. Мы просто убрали всю логику, которая связана с проверкой этого значения этой строки. Естественно, комментарий лучше лишний убрать. Чем он тут нужен? Порой возникают проблемы. Все, давайте сохраним и посмотрим. Эту строку можно не трогать. Все, сохраняем. Назовем так ее end-patched. Так, собираем. Все собралось. Теперь подписываем. UN-patched. А это у нас будет UN1. Просто full patch. Full patch. Все. После этого должно выдать нам правильный APK. Подпись осуществилась. И проверяем наконец-таки. Должно все отработать правильно. Поставилось. Запускаем. Так, все запустилось удачно. Уже хорошо не крэшнулось. Вводим сюда testing. Subscribe, допустим. Тык-тык. Ну, момент истины. Correct. This is the correct secret. Ну, то есть, смотрите, все отработало, все хорошо. То есть, в принципе, можно еще поковыряться и что-то иначе изменить. Скажем, здесь вот в Uncrackable поменять что-то в main activity, чтобы оно не переходило в A с Mali, а непосредственно менялась вся логика в main методе. Еще можно поэкспериментировать и поубирать всю эту логику лишнюю. То есть app is debuggable, root detected. Конечно, это все может также поменять вот в main activity, чтобы все это дело работало. Вот. Но как бы... Да, вот можно success написать, чтобы каждый раз оно вызывалось именно это, поставить логику здесь, переход сюда, чтобы эта строка вызывалась тут же, или toast добавить месседж, какое-то уведомление. То есть можно по-разному модифицировать. Если что-то не понимаете, конечно же, спрашивайте искусственный интеллект, чат GPT, как бы ничего страшного в этом нет. Потому что весьма сложно разобраться в смале. Естественно, когда мы особенно работаем с регистрами, с переходами, вот такими вот. Ну а так вот именно то, что я сегодня хотел показать, это модификация приложения. Специально для этого разработано для того, чтобы тренироваться. Мы попробовали разные методы. Можно поменять, не знаю, название этих кнопок, что хотите, можно изменить. То есть в том числе, наверное, можно зайти в ресурсы и поменять это все дело там.
Поэтому никто не запрещает вам модифицировать с этим приложением, играться как вы хотите. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, будут еще новые видео. Я думаю, что в следующий раз разберем, как можно также менять это все динамически. То есть, если мы сейчас делали статические изменения, то есть вносили непосредственно в само приложение, в сам код, то, конечно же, интересно попробовать также делать динамически. Я уже это делал с помощью Фрида, касательно интернет-трафика, то есть мы там меняли, модифицировали трафик, чтобы переходил на другие ресурсы, что-то изменяли там, да, это уже мы пробовали. Но также Фрида можно использовать для того, чтобы модифицировать какие-то методы в приложении. То есть он будет смотреть, что, ага, запущен такой-то метод, нажата кнопка, допустим, и мы меняем, подставляем что-то другое, меняем значение. И вот таким образом тоже это может работать. Так что все, спасибо за просмотр, подписывайтесь и пока, до новых встреч.